Всем привет! С вами канал Hobby Point, и сегодня мы сделаем серьги к браслету, который мы показали в прошлом видео. Для этого нам понадобится пряжа, иголка с узким ушком, крючок, нитевдеватель, ножницы, 2 швенцы и 2 бусины, если вы захотите их добавить, плоскогубцы, клей ПВА и кисточка. Итак, начнем. Заправляем нитку в иголку. Оставляем хвостик около 30 см от того места, где будет наш первый узелок. Пальцами правой руки фиксируем нитку возле иголки, а пальцами левой руки захватываем нитку, идущую к клубку. Иголку заводим за нитку, которая ближе к нам, и снимаем образовавшуюся петельку с указательного пальца. Мы выполнили первую половину узла фриволите. Для второй половины узла нитка лежит на большом и указательном пальце, и в этот раз мы захватываем заднюю нитку. Наш первый узел фриволите готов. Делаем второй узелок. Первая половина захватываем нитку, которая ближе к нам. Вторая половина – заднюю нитку. Делаем еще 4 узла фриволите, каждый из которых состоит из 2 половинок. Теперь мы делаем первую половину узла и оставляем небольшое расстояние, буквально 5-6 мм, до предыдущего узелка. Зажимаем полуузел указательным пальцем правой руки и выполняем вторую половину узла. Подтягиваем узел к остальным. Образовавшаяся петелька называется пико. Продолжаем чередовать узлы и пико, чтобы у нас получилась цепочка, как показано на схеме сверху. Цифра означает количество узелков фриволите, каждый из которых состоит из 2 полуузлов, а буква П означает пико. Получившуюся цепочку замыкаем в кольцо. Для этого левой рукой придерживаем узелки, а правой протягиваем иголку через всю цепочку. В начале цепочки образуется петелька. Через нее снизу вверх мы протягиваем иголку и затягиваем кольцо. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Внимательно посмотрите на свое первое кольцо. Оно несимметрично, так как в начале цепочки мы набрали 6 узлов, а в конце 4. Следующее кольцо будет с той стороны, где у нас 4 узла. Итак, набираем 4 узла. Затем при помощи крючка вытаскиваем петельку через пико первого кольца и набрасываем ее на иголку. Теперь нам нужно набрать 3 узелка фриволите, но после такой соединительной петельки мы не будем делать первую половину узла, а сразу выполним вторую. То есть соединительная петелька и вторая половина узла будут составлять один узел фриволите. Чтобы закончить это кольцо, набираем оставшиеся узлы и пико по схеме сверху. СП означает соединительная петелька.
Затягиваем кольцо и не забываем делать фиксирующий узелок. Третье кольцо будет симметрично первому. Выполняем его по схеме, соединяя со вторым кольцом после 4 первых узелков. Теперь выполним дугу, которая будет состоять из 7 узелков. Протягиваем иголку через все узелки, не закрывая их кольцом. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб, и делаем фиксирующий узелок. Следующее кольцо будет соединяться с последним кольцом после первых 5 узлов. Набираем 7 узлов для еще одной дуги. Только в этот раз в конце дуги мы не будем делать фиксирующий узелок. Протягиваем иголку и, не делая фиксирующего узелка, сразу же выполняем кольцо из 12 узлов риволите. Протягиваем иголку через все узелки и замыкаем кольцо через образовавшуюся у основания петлю. В этот раз мы снова не делаем фиксирующий узелок и сразу выполняем симметричную дугу из 7 узлов. Вытягиваем иголку и вот теперь выполняем фиксирующий узелок.
Теперь делаем последний лепесток, соединяя его самым первым. Для этого набираем 7 узлов, пико, 3 узла. Делаем соединительную петлю, затем набираем оставшиеся 5 узлов и затягиваем кольцо. Выполняем последний элемент, маленькую дугу. Так как нитка, которая идет к клубку, у нас за вязанием, то и набирать узелки мы будем за вязанием. Отрезаем нитку, которая идет к клубку, присоединяем дугу к основанию первого лепестка и завязываем узелок. Прячем концы при помощи нити вдевателя. Поддеваем нити вдевателем несколько петель, заправляем нитку и протягиваем ее через петли. Аккуратно отрезаем лишние концы.
Точно так же делаем вторую сережку. Перед тем, как присоединить фурнитуру, нам нужно укрепить наше вязание. Для этого берем клей ПВА и немного разводим его с водой. Пол чайной ложки воды на чайную ложку клея. Изделие надо положить на ровную чистую поверхность. Я подложила обычный прозрачный файлик. Аккуратно кисточкой наносим клей. Оставляем изделие сохнуть или, если хотите ускорить процесс, можно подсушить его феном. Когда наши серьги высохнут, можно крепить швензы. Можно прикрепить обычную швензу, как на зеленой сережке, а можно заменить пружинку на подходящую по цвету бусину. Для этого швензу нужно аккуратно разогнуть, снять пружинку, надеть вместо нее бусину и согнуть швензу обратно. Вот и все. Серьги к браслету готовы. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео.